Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Евгений Манаенков, и вы смотрите Клуб путешественников. Сейчас я нахожусь в Казани. Сегодня мы с вами отправимся в Мариэл, город Йошкар-Ола, на попутном автомобиле. Ехать 2 часа. Стоимость поездки 800 рублей. Дорогие друзья, наконец-то я прибыл в город Йошкар-Ола. Город Йошкар-Ола образован в 1584 году на реке Кокшаки, ныне Малая Кокшага, и первоначально назывался Кокшаск, затем Кокшатский городок и Царев-город на Кокшаке. Позже название было сокращено до Царев-Кокшайск. Гидроним Кокшайка – устаревшая русская форма марийского диалекта. Кокшан, Какша, Кокшага – река с корягами, то есть подмываемая берегами и затонувшими деревьями река. Ранее предлагались объяснения из Логова-Мар. Кокша – лысый, то есть река с отмелями, или из Какшки – быстрый, стремительный, с последующей перестановкой «шик» в «кыш». После установления советской власти в 1919 году город по идеологическим соображениям был переименован в Краснококшайск, а в 1927 году как центр Марийской автономной области получил название Йошкар-Ола, буквально «Красный город Логова-Мар», Йошкар – «Красный», Ола – «город». Археологические раскопки свидетельствуют, что люди в окрестностях современной Йошкар-Олы жили уже с эпохи мезолита, 12 тысяч лет назад до нашей эры. До середины XVI века эта территория входила в состав Галицкой дороги Казанского ханства и была заселена марийцами. В октябре 1552 года Иван Грозный завоевал Казань, тем самым начался процесс по подчинению земель Казанского ханства царству московскому. Местное население было приведено к присяге на верность новому государю, однако вскоре отказалось подчиняться и платить ясак. Весной 1553 года началось широкое восстание, положившее начало черемисским войнам. В 1835 году был создан первый регулярный план Царев-Кокшайска. На нем 1 марта 1835 года император Николай I собственноручно чертал быть посему. По этому плану город и развивался в дальнейшем, постепенно превращаясь в торгово-экономический и культурный центр Марийского края, хотя его население составляло всего около 2000 человек. К началу 20 века Царев-Кокшайск оставался тихим провинциальным городом, состоящим из 13 улиц и 300 различных строений. В таком виде он сохранился практически до 20-х годов 20 века. Основу экономики составляло сельское хозяйство. Самым многочисленным сословием было крестьянство. 13 ноября 1918 года уездным комитетом РКПБ был поставлен вопрос о переименовании города, а 17 февраля 1919 года постановлением ЦИК РСФСР Царев-Кокшайск был переименован в Краснококшайск. 18 июня 1920 года вошел в состав Вятской губернии. 4 ноября 1920 года принимается декрет в ЦИК и СНК РСФСР по образованию Марийской автономной области. А уже 25 ноября Краснококшайск становится ее административным центром. В годы Великой Отечественной войны в Йошкар-Олу было решено эвакуировать некоторые заводы, что дало мощный толчок промышленному и социально-экономическому развитию. Город стал активно застраиваться в западном и южном направлениях, а после и в заречной части.
В 1990 году Йошкар-Оле присвоен статус исторического города и определена заповедная зона, охраняемая государством. 16 июля 1997 года Государственной регистрационной палатой Республики Марий-Эл зарегистрирован устав муниципального образования города Йошкар-Олы, который определяет правовые, территориальные, экономические и финансовые основы городского самоуправления, роль жителей города и органов самоуправления в осуществлении народовластия, закрепляет полномочия, систему и структуру органов самоуправления города. Вот в этом доме я снял апартаменты. Алло, здравствуйте еще раз. Вот, я прибыл к дому. Заходите тогда, дверь налево. Ну, дорогие друзья, наконец-то я приехал в свои апартаменты. Такая вот прихожая, холодильник в прихожей. Кухня, такой округлый стол, микроволновка. Это у нас туалет. Это у нас ванная комната, стиральная машинка, двойной душ. Это у нас первая комната, диван раскладной. Вот, друзья, это у нас еще одна комната, большая, с большой кроватью. Шкаф-купе, вот здесь полотенце. Стоимость данных апартаментов 22 464 рубля. Ну а сейчас мы погуляем по городу. Город Йошкар-Ола расположен в центральной части Республики Марий-Эл, примерно 800 километров к востоку от Москвы. Находится на берегах реки Малой Кокшаги, левого притока Волги, которая разделяет город на две части. Площадь около 101,8 квадратных километров. Город окружен лесами, имеет развитую сеть парков и скверов. Йошкар-Ола – крупный промышленный центр Приволжского федерального округа. Развитое машиностроение, приборостроение, химическая промышленность, производство стройматериалов, металлопродукции, мебели, а также пищевая промышленность. День города празднуется 6 августа. Дорогие друзья, а мы с вами сейчас находимся возле входа в Парк Победы.
Парк Победы был заложен в 1946 году на территории бывшего Березовского кладбища, которое существовало здесь из-за эпидемии в первой половине XIX века и было закрыто в 1928 году. Работы по созданию парка проводились силами комсомольцев и заводчан, которые выходили на массовые воскресники. За год было высажено более 7 тысяч деревьев и кустарников. Мне вообще-то Йошкар-Ола очень нравится. Это хороший город. Люди здесь добрые, прекрасные, все расскажут, опишут, что и надо вам. Так что вы не беспокойтесь насчет того, чтобы вас встретили враждебно или еще что-нибудь такое. Так что приезжайте и отдыхайте. У нас очень много красивых мест. Так что не только в Йошкар-Оле, но и по Марийской республике очень много. В 1967 году на территории парка началось строительство Дворца культуры имени Владимира Ильича Ленина. К началу 1970-х годов парк превратился в большой зеленый остров. В 2009 году проведена реконструкция. Вырубили больные деревья и посадили новые. В 2012 году в центре парка установили памятник труженикам тыла, 10-метровую металлическую стелу в виде трехгранного штыка с рукоятью. Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца. В городе скейт-парк прикольный. У нас происходят соревнования в городе. Там. Мы в них выступаем, получаем места, там грамоты всякие, сертификаты, конфеты нам дают. У нас еще будут соревнования 9 августа. Будем тоже там выступать. И вот будем так продвигать наш скейт-парк. И будем до конца кататься. И будем постоянно продолжать. Ну, у нас красивый маленький город, безопасный. Набережная есть. Она светится красиво ночью. В 2015 году парк официально передали МАУК ДЭК имени Владимира Ильича Ленина. Были обустроены бесплатные площадки для занятий спортом. В 2019 году проведена реконструкция в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы. В парке полностью поменяли асфальтовое покрытие и бордюрный камень. Брусчаткой покрыли аллеи героев и тружеников тыла. Бульвар Победы – пешеходная зона в центре города протяженностью около 1 километра. Он соединяет мемориал воинской славы около Центрального парка и Парк Победы. Инициатива о создании Бульвара Победы принадлежала Совету ветеранов войны и труда города. В 2005 году ветераны обратились в мэрию с предложением выделить часть улицы Свердлова под этот проект.
Постановление о переименовании участка улицы Свердлова от улицы Первомайской до улицы Машиностроителей в бульвар Победы было подписано 14 июля 2006 года. Одновременно началась масштабная реконструкция. Проект разработал институт «Марийска гражданопроект». Торжественное открытие бульвара состоялось 19 августа 2006 года. Со временем бульвар украсили различными скульптурными композициями и памятными объектами. Бульвар Победы стал неотъемлемой частью мемориального комплекса города, дополнив мемориал воинской славы. Хотела меня мать за первого отдать, а тот первый никому не верный, ой, не отдай меня, мать. А тот первый никому не верный, ой, не отдай меня, мать. Как хотела меня мать за друга отдать, а тот другий ходит до подруги, ой, не отдай меня, мать. Подруги ходит до подруги, ой, не отдай меня, мать. Как хотела меня мать за третьего отдать, а то третий, как по полю ветер, ой, не отдай меня, мать. Эх, девчоночка, ока-ока, девчоночка черноока, девчоночка милая, попляши. Девчоночка, ока-ока, девчоночка черноока, девчоночка милая, попляши. Дорогие друзья, сейчас я гуляю в парке. На улице жарко, 32 градуса. Сейчас попробуем квас. Выглядит как в советское время. Вкуснятина. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Сейчас я сыграю на пианино. Играть я не умею.
этот город, он очень красивый, в нем очень весело проводить время, и мне очень все нравится, я тут живу. Наш город знаменит промышленностью и чистотой. Он очень красивый, и в нем есть много достопримечательностей. Мы с вами сейчас находимся в городке аттракционов. Громче, громче! Ну, город интересный, понравился. К примеру, каждый год сюда приезжаем, одеваемся в школу и еще что-нибудь покупаем, в бургеры заходим, по причалу гуляем, на катамаране катаемся, вот на аттракционах. Еще поездка долго, вот это вот есть. А так в городе все идеально, все красиво тут, везде. Город большой, красивый, хороший. Мне понравилось, мне нравится. Это столица моей республики, где я живу. Сам я с Парагинского района, деревня Ляжбердино. Там вообще вот туда советую приехать, там красиво. Дорогие друзья, я сейчас нахожусь на площади Республики Пресвятой Девы Марии. Сейчас мы с вами прогуляемся, я вам все покажу и расскажу. Площадь Республики Пресвятой Девы Марии, построенная в 2007 году. Эта площадь расположена между Архангельской слободой на юге, а также живописным итальянским парком на севере, между набережной Малой Кокшаки и Никоновской площадью, к востоку и западу соответственно. Как вам в этом городе и что нам можно посмотреть? Что посоветуете туристу? Знаете, я в этом городе родился и вырос. Здесь все было совершенно по-другому. Когда я рос, у этого города, благодаря бывшему президенту, появилось лицо, которое вы сегодня можете созерцать прямо на этой площади или прогуливаясь по набережной нашего города. Посмотреть здесь в городе и не только в целом в республике есть очень много всего. Здесь богатая культура. Вот.
как бы вы можете подснять кадры, да, насладиться видами и увидеть сами как бы все прелести. А что бы вы посоветовали посмотреть основное в этом городе? Основное, ну, наша набережная прекрасная, куча храмов и соборов, много памятников и разных объектов культуры, музеев, галерей и так далее. И в целом о жизни в этом городе. Ну как, хорошо здесь? Ну, уютно. Здесь тихо, хорошо, спокойно, уютно. Наименование республики и Пресвятой Девы Марии данная площадь получила благодаря Маркелову Леониду, руководителю республики Мариэл, который направил обращение в администрацию Йошкар-Олы. Это же обращение подписал архиепископ Иоанн от епархии Йошкар-Олы и республики Мариэл. Необычность такого двойного наименования обусловлена тем, что было необходимо обозначить четкую связь между Богородицей и республикой Мариэл. По православным канонам считается, что Богородица явилась на земле республики в виде иконы в XVI веке, чтобы стать покровительницей народа, живущего на этой территории. Сегодня площадь является собой иллюстрацию истории из Писания, которая рассказывает о вести для Девы Марии, о ее рождении Иисуса Христа от ее плоти. Здесь установлен большой фонтан, на котором стоит скульптурная композиция «Архангел Гавриил», принесший эту весть, сама Богородица со святым младенцем на руках, а также уменьшенная копия куратов Кремля «Благовещенская башня». Эта композиция повествует о празднике Благовещения, которому и посвящено было строительство собора Пресвятой Богородицы на площади. Дорогие друзья, я сейчас прогуливаюсь по набережной реки Малая Кокшага. Здесь хорошо. Не жарко, ветерок. Катаются на катамаранах. Красиво, красиво. А теперь время обеда. В городе есть единственное кафе марийской кухни. Пойду попробую. Пиво принесли, супчик принесли. Как же вкусно. Ой. Ждем второе. Ой, хорошо. Пейте пиво пенное, будет жизнь отменная. Спасибо. А котлета по-марийски. Давай попробуем котлетку по-марийски. С ягодами. Квашеная капуста внутри котлеты. Черный соль. Ой, это картошка уже на углях. Да, на углях, кстати, вкусно. Так, следующее у нас блюдо. Вареники с щукой. Сметанка. Так как щуку я никогда не пробовал, ну необычно. Вкус необычный. Ваша кровяная колбаса. О, спасибо большое. Кровяная колбаса с картошечкой и с огурчиком.
По вкусу, честно, так себе. Честно, это на любителей. Но по сути это свернутая кровь. Не. Кровяная колбаса это не мое. Приступлю к блинам. А вот блины вкусные. Вкусно и не особо и дорого. Ну, для кого как. Все, мы отправляемся дальше. Сейчас я нахожусь возле главного входа в Чарло-Кремль. Царьево-Кокшайский Кремль в Йошкар-Оле. Это напоминание о крепости, с которой в 1584 году началась история города. Деревянные стены не сохранились, но именно здесь, на правом берегу Малой Кокшаги, по указу царя Федора Иоановича, был заложен царь в город. Сегодня комплекс считается самым молодым Кремлем России и одновременно точкой отсчета городской истории. Первоначально крепость была деревянной. В 1696 году сильный пожар уничтожил город, и оборонительные стены больше не восстанавливали. Военное значение постепенно утратилось. Современный культурно-исторический комплекс Царьев-Кокшайский Кремль открыт в 2009 году. Его задача – сохранить историческую среду, показать этап развития центра Йошкар-Олы и сделать прошлое понятным для гостей и жителей города. Что сказать? Это наш город, в котором мы родились, в котором мы живем. Я с 88 года здесь живу. Вижу, как город процветает, цветет, можно сказать. Новые люди приезжают, экскурсии, многие с других городов приезжают. Все очень замечательно, нравится. Вот. Это мои дети, которые будут ходить сюда же. Я еще помню себя таким маленьким, мы сюда ходили, еще был небольшой парк здесь был. Вот. Заросли были, а сейчас вот такую красоту замечательную сделали. Вот. Что охота пожелать всем нашим йошкар-олинцам успехов, хорошо, нашему главе республики, чтобы больше и больше процветалась наша республика. Дорогие друзья, здесь музей сказки под открытым небом. В Йошкар-Оле есть музей народной сказки под открытым небом, расположенный по адресу улица Советская, дом 105. Это импровизированный скульптурный комплекс, где фигуры героев русских и марийских сказок размещены на территории вокруг жилого дома. В музее представлены скульптуры персонажей сказок, бассейн и мифологических героев. Среди них Баба-Яга, Кощей Бессмертный, доктор Айболит, Иван-Царевич, Царевна-Лягушка, Русалка, Колобок, Кикимора, Водяной и другие. Скульптуры выполнены из дерева. Их создал народный марийский художник и скульптор Геннадий Алексеевич Ефремов. Музей находится в центре города, рядом с Царьево-Кокшайским Кремлем и собором Вознесения Христова. Проект возник благодаря инициативе жителя дома Сергея Слесарева, бывшего летчика, и его друга резчика по дереву Геннадия Ефремова. Изначально первым экспонатом стал пограничный столб. Позже к нему добавились фигуры сказочных персонажей. А здесь такое вот дерево. Смерть Кощея спрятана на острове Буяне, остров Илюрин, Германия, на котором растет дуб. На дубе висит сундук, в сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце игла. Если сломать эту иглу, то Кощей умрет. Кощей имеет обыкновение превращаться в ворона. Существует также версия, согласно которой Кощей принимает смерть от своего волшебного коня. Простое оружие его не берет, а берет его только меч-колотенец. По клинку или на рукояти были написаны заклинания, руны вязь, кладенец, оружие как бы магического воздействия, или, как бы сказали, волшебный меч. Музей некоммерческий, посещение бесплатное. Проект постоянно развивается, количество экспонатов увеличивается.
монетку и загадай желание у скульптуры Ёшкин кот. Здравствуйте, жители Йошкар-Олы. Хочу поделиться ощущениями о нашем городе. Ну и для туристов тоже информация. Наверное, лет за 5 город очень сильно улучшился. Если вот оказаться на бульваре, на одной из главных улиц можно увидеть, проследить градацию, как инфраструктура улучшилась. В Кремле у нас скучновато, честно сказать. Мало мероприятий, но тоже ничего. Набережная, вот все хвалят нашу набережную. Приезжают туристы, много туристов стало, наслаждаются, гуляют. Люди добрые, гостеприимные. Алло. Снова месяц зашел на трон, правит звездною своей страной. Вспоминаю я, как сладкий сон, такой же вечер, но вдвоем с тобой. Я был словно мальчишка глуп, мне казалось, что схожу с ума от награды твоих нежных губ, от счастья. Этим счастьем ты была. Ты поскорей мне верни счастьем ставшие для нас минуты. Без тебя, без твоей любви мне в целом мире, видно, нет приюта. Ты поскорей повтори все слова, что мне тогда сказала. Без тебя, без твоей любви богатства всей земли не будет мало. Все богатство мое в тебе, мне другой не надо и в мечтах. Лишь была бы ты в моей судьбе навеки, словно солнце в небесах. Какой?
Сейчас я вам покажу плотину. Заехал я в какие-то поля. Идти 15 минут. Городская плотина в Сосновой роще расположена в южной части природного ландшафтного лесопарка Сосновая роща, примерно на полкилометра ниже по течению от Халинской мельницы. Построена по проекту Михаила Дмитриевича Кустова в 1967 году. В 1974-1975 годах по техническому путепроводу плотины был проложен газопровод новостроек Заречного района. Зимой горожане часто используют эту плотину для лыжных прогулок. Ну а теперь я иду на пляж. Здесь два пляжа, первый и второй пляж. Фу, сегодня жарко очень. Солнце прям шпалит. Вот и я пришел на пляж. Можно немножко искупаться. Песок раскаленный прям. Хорошо, дорогие друзья, вот я поймал мидию. О. Ну что ж, дорогие друзья, здесь хорошо, песочек. Вот, сейчас я вам покажу еще один пляж, центральный. Пойдемте. Пойдемте, дорогие друзья, на другой пляж. Дорогие друзья, мы пришли еще на один пляж. Людей, конечно, здесь, хватает. В городе замечательная, вода хорошая, только изначально холодная, это мне не нравится. Пожалуйста, проведите отопление. Утку сегодня встретила, вот там вот 4 утки видела. Утки, да? Да, утки. Ты ловила уток-то? Пыталась. Пыталась? Я что-то карабкалась, зато плыла чуть-чуть, потом мама меня заставляла обратно. Тебе понравилось купаться на пляже? Очень? Согласна. Только пусть тут приберутся, уголь мешает, конечно. И Грязно, камни, да, бывает? грязно. Не очищают за собой. Пожалуйста, прибирайтесь. Йошкар-Ола красивый, чистый город. Много лесов. Да, много лесов. Красивые виды. Классный отдых, пляж вообще отличный. Погода сегодня тоже отличная. Да, всегда Вообще, хорошая у нас погода. Всегда такая. все отлично, прекрасно. Всегда есть где отдохнуть и очень круто провести время. Дорогие друзья, мы с вами идем сейчас в парк. Через такой туннель. Идем в Марийский парк.
А здесь, дорогие друзья, у нас мангальная площадка. Люди делают шашлыки на мангале. Такая небольшая площадка, лазилки. Здесь можно просто посидеть и подышать свежим воздухом. И покататься на великах. Мари парк. Парк культуры и отдыха. Здесь детская площадка. Торжественное открытие состоялось 1 ноября 2024 года. Расположено в заречной части города, между Ленинским проспектом и рекой Малая Кокшага, неподалеку от природной зоны отдыха Сосновой рощи. Нам здесь, в принципе, все нравится. Парк достаточно просторный, впечатляет своими так милыми улочками, куда можно просто сходить и расслабиться. Да, потому что раньше здесь все было заросшее, был бурьян один, и расчистили прекрасно. И очень нравятся стенды, которые рассказывают о разных районах нашей прекрасной республики. Марий парк создан обеспечить пространство для проведения массовых праздников, национальных мероприятий и семейного отдыха. Реализован в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Проект прошел голосование среди жителей Йошкар-Олы и в 2022 году вошел в число победителей. Его обустройство поддерживали более 4000 горожан. Территория оформлена в национальном стиле. Здесь проходят традиционные национальные праздники народа Мари. Для озеленения были высажены липы, хвойные деревья, кусты гортензий. В парке установлены скульптуры, выполненные из дерева, олицетворяющие персонажей из марийских легенд и сказок. Большинство скульптур появилось благодаря Всероссийскому фестивалю деревянных скульптур «Легенды народа Мари», прошедшим в честь юбилея города 440-летия Йошкар-Олы. Все скульптурные композиции выполнены вручную. Они отражают глубину культурного наследия и традиции марийского народа. Рядом с городским железнодорожным вокзалом установлен вот такой вот паровоз в 23 году на 95-ю годовщину железнодорожного движения. Я сейчас нахожусь на городском вокзале. На платформе есть такие две замечательные скульптуры. Скульптура памятник поэта Ивана Крыла и кошка на чемодане. Дорогие друзья, а мы сейчас с вами прокатимся на катамаране. Все, я готов. Честно, 100 лет не плавал на катамаране. Ну, прикольно, прикольно, прикольно.
Дорогие друзья, на этом наш выпуск из города Йошкар-Ола, Республика Марий-Эл, подошел к концу. С вами был, как всегда, я, Евгений Манаенков, и вы смотрели «Клуб путешественников». Я с вами прощаюсь, но ненадолго. До встречи в новых путешествиях. Пока-пока. Шидаш, эрпеледаш влах ярем, шойдера морсем жам шишпак, куевича чалатакем.